Все мы, космические путешественники, очень надеемся однажды встретить в каком-то уголке Вселенной мир, похожий на наш. Ученые нашли уже более 5000 экзопланет, и одна из них может оказаться именно тем, что нам нужно. Все небесные тела НАСА расположила в хронологическом порядке, вот на этой потрясающей анимации. Видите, сначала на небосводе выделена только U-образная полоса. Так выглядит наша галактика Млечный Путь. Потом появляются две яркие точки. Они обозначают первые экзопланеты, подтвержденные в 1992 году. С годами число точек на карте растет. Каждую находку отмечают кругом. Его размер указывает на относительную величину орбиты планеты, а цвет говорит о том, каким методом она обнаружена – транзитным, радиальным или иным. Но где на анимации миры, похожие на нас? Современные телескопы не позволяют это точно определить. И все же ученые с помощью длительных наблюдений, расчетов и моделирования считают, что уже могут назвать более десятка земных двойников. Некоторые из них в астрономическом понятии находятся буквально рядом с нами. Куда отправиться космическим путешественникам в поиске второго дома? И какие удивительные существа могут встретить их по прибытию? Прежде чем совершить наш виртуальный полет к таким мирам, давайте разберемся, у каких экзопланет больше шансов оказаться пригодными для жизни. Первым приходит в голову то, что они должны быть похожи на нашу планету, и это совпадает с мнением ученых. Астрофизики разработали специальный индекс подобия Земле, или ESI. Он основан на нескольких наиболее важных показателях: радиусе планеты, плотности, средней температуре поверхности. Их комбинация позволяет вычислить массу объекта, приблизительно определить его химический состав, силу тяжести, наличие атмосферы. Затем можно смоделировать, существует ли на планете вода в жидком виде, а это, несомненно, основа зарождения и развития жизни. Эталоном ESI, конечно, является Земля, которая определена в системе индексом 1. И чем больше другие планеты сходны с нашей, тем ближе их индекс приближается к единице. В зависимости от этого небесные тела делятся на 3 категории. Первая включает те, чьи ESI меньше показателя 0,5. В основном к ним относятся газовые и ледяные гиганты, а также чрезвычайно горячие миры. Сюда попадает большинство планет или спутников Солнечной системы. Достаточно несоответствия Земле по одной важной характеристике, чтобы небесное тело стало неблагоприятным для поддержания жизни и попало в данную категорию. Самый близкий нам пример — Венера. Ее часто называют родной сестрой Земли, потому что масса и радиус обеих планет очень сходны. Однако из-за близости к Солнцу и невероятно плотной атмосфере она раскалена в среднем более чем до 460 градусов Цельсия. Вот почему ESI Венеры составляет 44 и она, разумеется, не попадает в число условно обитаемых. Ко второй категории относят планеты, ESI которых обозначен в пределах 0,5–0,8. По основным параметрам они уже заметно больше напоминают Землю. Сюда входят каменистые небесные тела с относительно умеренной температурой поверхности, но не подходящие для жизни. Это также могут быть планеты-океаны или большие спутники. Если жизнь там и существует, то точно не на поверхности и лишь в примитивных формах. А вероятнее всего, они необитаемы. Примером служит Марс с ESI 73. Если бы не холод, замораживающий воду, он стал бы пригодным для жизни. Нас же интересуют планеты с показателем ESI 0,8 и выше, то есть те, которые всего на 20% или меньше отличаются от нашего мира. Вполне вероятно, что некоторые из них обитаемы. Все такие планеты расположены за пределами Солнечной системы. Мы отправимся в условное путешествие к тем, что находятся по соседству. Всего в 4 световых годах от Земли вращается экзопланета Проксима Б. Она обнаружена астрономами в 2016 году во время гравитационных игр со своей звездой Проксима Центавра. Ее засекли радиальным методом, основанным на колебании звезд под влиянием планетарных орбит. Конечно, планеты не могут сильно расшатать более массивные звезды, но спектр цвета от их воздействия у светил слегка меняется. По таким изменениям астрономы уже зафиксировали более 1000 экзопланет. Однако именно Проксима Б шокировала астрономов.
Наша космическая соседка оказалась очень похожей на Землю. Индекс сходства составляет 87. Две планеты почти близнецы по размеру и весу. Масса Проксима Б всего лишь в 1,3 раза больше земной. К тому же она, вероятно, каменистая, как и Земля. Если допустить плотность экзопланеты в 5,51 грамм на сантиметр кубический, подобно нашей, ее радиус составляет 1,1 земного. Только вот Проксима Б предпочла поселиться всего в 0,05 астрономических единиц от светила, намного ближе, чем Меркурий от Солнца. И получается, это наверняка пустой обугленный мир, который вот-вот сгорит от жара звезды. На самом деле Проксима Б мирно движется по небу буквально рука об руку со своим светилом. Год на ней длится всего 11 дней. Секрет в том, что Проксима Центавра – тусклый красный карлик. В результате экзопланета получает 65-70% излучения, которое Солнце дает Земле. Благодаря этому Проксима Б, как и Земля, попадает в обитаемую зону звезды. На экзопланете может быть жидкая вода, если подходит температура. Ее средний показатель, по последним оценкам ученых, равен приблизительно минус 39 градусам Цельсия. То есть в таком ледяном царстве не замерзнет разве что волшебная вода. Оно точно необитаемо. И все-таки, как уверяют астрономы, с такими выводами спешить не стоит. Звезда очень сильно притягивает близкий к ней мир своей гравитацией, и Проксима Б всегда повернута одной стороной к светилу, а другой — в космос. На стороне Проксима Б, что смотрит на красного карлика, конечно, намного жарче, чем на противоположной. Температура в той области превышает нулевую отметку, но не поднимается слишком высоко. Это подтвердили две климатические модели ученых Эксетерского университета и Британского метеорологического института. Результаты превзошли самые смелые ожидания ученых, показав на Проксима Б очень стабильный климат, а значит, там возможны условия, благоприятные для развития жизни. Ученые одно время даже надеялись, что на планете существует высокоразвитая цивилизация. На подобную мысль их натолкнули неизвестные радиосигналы со стороны Проксима Центавра. В 2020 году 20 странных позывных засекли сотрудники американского проекта Black Through Listen по поиску разумной внеземной жизни. Закончилась эта почти мистическая история вполне прозаически. Исследователи быстро пришли к выводу, что никакого передатчика сигналов от инопланетян в районе Проксима Центавра нет. Скорее всего, послания составляли помехи земных генераторов, которые обычно используются в электронных устройствах. И вообще, несмотря на сходство с Землей и благоприятные модели астрофизиков, Проксима Б может оказаться жестоким и бесплодным миром. Близкая звезда со страшной силой бомбардирует экзопланету ультрафиолетовыми и рентгеновскими лучами. Согласно последней оценке ученых, Проксима Б получает от светила в 60 раз больше высокоэнергетического излучения и в 400 раз больше рентгеновского излучения, чем Земля. Да к тому же, как и другие красные карлики, Проксима Центавра время от времени вспыхивает ярким огнем, выбрасывая мощные потоки излучения. Подобная вспышка произошла в 2017 году, когда звезда в 1000 раз увеличила свою светимость. Ее лучи способны были полностью стерилизовать близкую планету до последнего микроба. И опять космическим путешественникам, казалось бы, нужно расстаться с надеждой найти там обитаемый мир. Но, как показывает практика, жизнь может приспособиться даже к мегапотокам излучения. Лучший тому пример — наша Земля, которая на ранних стадиях развития тоже получала огромные дозы ультрафиолета. И все же она стала домом для множества различных существ. Почему же Проксима Б не повторить наш опыт? Некоторые астробиологи говорят, что на ней не исключена даже разумная жизнь. Инопланетяне могли построить подземные города, куда не доходит смертельное излучение, или же спрятаться от него в водоемах. На Земле есть этому примеры. Коралловые полипы отлично нейтрализуют пагубное действие ультрафиолета флуоресценцией, задействовав специальные защитные белки. Такие формы жизни способны очень сильно светиться, причем даже в видимом диапазоне. Когда-то, возможно, продвинутые телескопы позволят заметить похожее свечение на Проксима Б. А если экзопланета защищена атмосферой, жизнь может кипеть прямо на ее поверхности. Правда, близкая звезда в любом случае интенсивно сдувает атмосферу планеты в космос. Одна из моделей астрономов показывает, что это происходит в 10 000 раз быстрее, чем на Земле от воздействия Солнца.
Вместе с тем ученые допускают, что Проксима Б сохранила часть атмосферы, если в юности успела сформировать вокруг себя толстый газовый покров. Извержения вулканов, удары комет тоже способны частично компенсировать потери атмосферы за счет выброса газов. Или, по другому предположению, Проксима Б защищена от радиации мощным магнитным полем. Чтобы выяснить все точнее, астрофизики готовят полет к Проксима Б. Но как это может быть? Ведь путешествие при нынешних технологиях, как говорят в НАСА, займет около 73 тысяч лет. Совершить такой перелет люди, конечно, не смогут, а вот механизмы — да. К экзопланете отправится целая флотилия нанозондов. В рамках программы Starshot к Проксима Центавра полетят десятки тысяч крошечных аппаратов размером не более 1 грамма. На орбите зонды откроют огромные солнечные паруса из тонкой фольги. Массивы лазеров Земли направят на паруса потоки излучения, разгоняя мини-корабли. Флотилия наберет 20% скорости света и доберется до Проксима Центавра примерно за 25 лет. Там зонды соберут необходимые данные и передадут на Землю. Тогда люди узнают, какая же она на самом деле — легендарная Проксима Б. А мы тем временем отправимся на расстояние 11 световых лет от Земли, где вращается по-настоящему чудесная планета. Она появилась раньше, чем ее нашли астрономы. Правда, в научно-фантастических рассказах, фильмах и видеоиграх. Так, в космической саге «Вавилон-5» у звезды Рос-128 расположена колония землян. Интересно, что после выхода сериала на экран концепцию подвергли жесткой критике. Тогда считалось, что подобная Земле планета, пригодная для переселения, у красного карлика существовать не может. Взрывные звезды не могут создать вокруг себя подходящее для этого условие. Однако в данном случае критика не попала в точку. В 2017 году планету у красного карлика нашли. Причем она может оказаться именно тем миром, что нам нужен. Речь идет об экзопланете Рос-128b в созвездии Девы. Хотя она расположена почти в 3 раза дальше от нас, чем Проксима Б, со временем все может измениться. Ее звезда Рос-128 очень быстро движется к Земле и через 79 тысяч лет подберется к нам ближе всех других светил. Конечно, к этому времени человечество значительно постареет, но у него появится очень необычная ближайшая соседка. Дело в том, что Рос-128 стоит особняком среди взрывных красных карликов. Это невероятно спокойная звезда. Она предпочитает тихо кружить по небосводу, не доставляя своей планете никаких проблем. По крайней мере, со временем внесения в звездный каталог в 1926 году красный карлик ни разу не вспыхивал. В то же время он не так прост, как может показаться. В 2017 году звезда буквально свела с ума астрономов. Радиотелескопы Аресибо, Грин-Бэнк и антенная решетка Аллена уловили очень странные сигналы от Рос-128. Они наблюдались на более высоких частотах, чем обычный радиовсплеск от красного карлика при его активности. Если бы звезда резко повысила светимость, то сигнал был бы намного ниже. Ученые стали искать причину необычного явления. Самая распространенная гипотеза — звук происходил в результате нового вида вспышки. Есть также версия, что в той области космоса существует еще один источник радиовсплесков, например, фоновая звезда. Другая причина аномалии — спутник на высокой орбите. И да, не сброшено со счетов еще одно объяснение. Сигнал послали инопланетяне. Если здесь замешана внеземная цивилизация, то она наверняка с экзопланеты Рос-128b, похожей на нашу. Ее индекс сходства с Землей составляет 86. Рос-128b открыли в 2017 году в обсерватории Ла-Силья, расположенной в Чили. Полученные данные позволяют астрономам говорить о том, что экзопланета находится в 20 раз ближе к своей материнской звезде, чем Земля к Солнцу. Год на небесном теле длится лишь 9,9 земных дней, но не будем забывать, что ее звезда — тусклый и холодный красный карлик с температурой поверхности почти вдвое ниже солнечной. Так что планета получает всего в 1,38 раз больше энергии, чем Земля от Солнца. Исходя из этого, астрономы предположили, что планеты находятся в зоне обитаемости. Однако у них было мало ключевых данных, чтобы выдвинуть соответствующую гипотезу. Первоначально они определили только массу экзопланеты — 1/35 земной.
Неизвестным остались химический состав и радиус. Сохранялась большая неопределенность с температурой ее поверхности. В новом исследовании специалисты изучили химический состав РОС-128. Он многое рассказал о планете, ведь она сформирована из того же протопланетного облака, что и звезда. В частности, ученые измерили содержание в звезде 8 химических элементов – углерода, кислорода, магния, алюминия, калия, кальция, титана и железа. Обычно в качестве меры содержания элементов тяжелее гелия астрономы используют концентрацию железа. Выяснилось, что по этому ключевому параметру РОС-128 похоже на Солнце. А вот соотношение железа и магния в ней дало подсказку уже о ядре экзопланеты. Оно железное и может оказаться даже больше, чем у Земли. Учитывая также, что радиус РОС-128b превосходит земной на более чем в 1,7 раза, она наверняка скалистый мир, а не мини-Нептун. Состав и радиус РОС-128b помогли определить ее отражательную способность и, следовательно, оценить температуру. Она предположительно аналогична земной. Хотя, скорее всего, не на всей экзопланете. Из-за близости к звезде она, вероятно, всегда обращена к светилу одной стороной. Так что половина РОС-128b представляет собой ледяное царство, а другая — раскаленный ад. И все время из-за разницы температуры над поверхностью бушуют ужасные бури. В этом случае обитаемой будет только маленькая полоса на границе двух полушарий, которую называют полосой терминатора. Однако все может оказаться иначе. Если у РОС-128b подходящая атмосфера, то она выровняет температурные качели. Средний показатель составит приятные плюс 20, хотя сильные ветры и при таком развитии событий постоянно будут бушевать на РОС-128b. Тогда космические путешественники, возможно, встретятся в том сумеречном мире с удивительными существами. В тусклом свете красного карлика растения, наверное, окажутся более темными и приземистыми, а животные не вырастут большими, если учесть, что на планете, скорее всего, меньше кислорода. И у них должно развиться инфракрасное зрение, поскольку передача сигналов посредством звука или запаха будет затруднена из-за шума ураганов. Если же на РОС-128b есть океан, жизнь может зародилась в нем, получив в воде защиту от ветра и возможных вспышек на пока спокойном красном карлике. Обширные массивы планктона и водорослей могут стать основой водной жизни на планете. Не менее удивительный мир космические путешественники найдут и немного дальше, на расстоянии 12,2 световых лет от Земли в созвездии Малого Пса. Он расположен у красного карлика Лейтон, или, как его еще принято называть, GJ-273. Эта звезда имеет очень скромные параметры. Ее радиус составляет 29,3%. Масса 29%, светимость 88% от солнечной. И температура GJ-273 намного меньше, чем у нашей звезды – 3382 Кельвина. Однако это не мешает маленькому, тусклому и холодному светилу поддерживать целую планетарную систему. Причем небесные тела в ней больше Земли. Возможно, у GJ-273 их 4, но пока доказано существование двух. Обе экзопланеты открыли практически одновременно в 2017 году методом радиальных скоростей. Внутри системы вращается GJ-273c или Лейтон-C. Экзопланета с массой в 1,18 земной. Она за 5 дней полностью проходит по орбите вокруг звезды, а значит, находится очень близко к светилу. Даже с учетом того, что красный карлик тусклый и холодный, Лейтон-C наверняка сильно раскалена. Она не находится в обитаемой зоне звезды. Другое дело внешняя экзопланета Лейтон-B или GJ-273b. Этот мир расположен очень далеко от соседнего, хотя и близко к звезде, на расстоянии в 91 тысячную астрономической единицы. Экзопланета совершает полный оборот вокруг светила за 18,6 дней. К слову, именно это заставляет астрономов предполагать, что между двумя космическими соседками прячется еще одна. Отношение периодов B и C составляет примерно 1 к 4 и не соответствует типичной плотной упаковке планетарных систем красных карликов. Гипотетическая субземля с орбитальным периодом примерно в 9,39 дней идеально дополнила бы эту конфигурацию. Но нам сейчас важнее выяснить все о Лейтон-B.
Способна ли она поддерживать жизнь? Планета находится гораздо ближе к своей звезде, чем Меркурий к Солнцу. Значит ли это, что она чересчур жаркая? Не обязательно. Зона обитаемости у красных карликов расположена к ним очень близко, и Лейтон-Б попадает примерно в ее середину. И она сильно смахивает на нашу планету. Индекс подобия Земле у Лейтон-Б составляет 91/100, хотя она имеет в 3 раза большую массу. Радиус небесного тела точно неизвестен, но оценивается в диапазоне от 1,4 до 1,5 земных. Несмотря на близость к своему красному карлику, экзопланета получает всего на 6% больше излучения, чем наша планета. По оценкам астрофизиков, температура GJ273b составляет около минус 14 градусов. Если же у нее имеется атмосфера, то температура ее поверхности может достигать плюс 19. Повышает шансы на обитаемость планеты и то, что звезда Лейтон считается относительно спокойным красным карликом. Вероятность негативного влияния звездных вспышек на атмосферу Лейтон-Б достаточно низкая. Правда, скорее всего, планета из-за гравитационного влияния близкого светила всегда повернута к нему одной стороной. Тогда на ней будет обитаема только зона терминатора. Ну а если GJ273b защищена плотной атмосферой, для жизни пригодна вся ее поверхность. Астрономы высоко оценивают возможность того, что на Лейтон-Б обитают какие-либо существа, и даже ищут с ними контакты. В октябре 2017 года к звездной системе Лейтона в рамках программы поиска внеземных цивилизаций METI было отправлено 3 радиосигнала с музыкальными произведениями известных композиторов. Сообщение дойдет до планеты в 2029 году. Если они попадут по назначению, то каким окажется адресат? Возможно, существом во многом похожим на земных. Но из-за того, что Лейтон-Б больше Земли, обитатели экзопланеты скорее более приземистые, с короткими конечностями. Их сильные мускулы и крепкий скелет должны преодолевать повышенную силу тяжести. Не исключено, что наше послание прочтет какой-то могучий рептилоид на коротких лапах с толстой кожей, защищающий его от высокой радиации. Или оно попадет к другим, не менее экзотическим существам. Только поймут ли они наш музыкальный привет? Пока ученые с этим разбираются, мы переместимся чуть дальше, на расстояние 12,5 световых лет от Земли, и попадем в мир вечных сумерек, который царит у звезды Тигарден в созвездии Овна. Она не просто тусклая, это самая темная из всех светил, известных астрономам. Хотя звезда и близко к нам, без телескопа Тигарден не увидеть. Ее светимость более чем в 1000 раз слабее солнечной. И она очень маленькая. Радиус Тигардена почти в 10 раз меньше, чем у Солнца, а масса составляет примерно 9% солнечной. Иными словами, это почти коричневый карлик, но все же чуть больше. Возможно, он потерял свою массу и сжался в силу своего преклонного возраста более чем 8 миллиардов лет. Хотя для красного карлика, как звезда Тигарден, это, можно сказать, не возраст. Он может жить миллиарды лет. У его планет будет более чем достаточно времени для зарождения и развития жизни. Звезда медленно, но уверенно движется по небосводу. Ее уже несколько потрепало время, и красный карлик утратил типичную для звезд своего спектра высокую магнитную активность. Но у него вполне хватит сил, чтобы удерживать сразу 2 планеты, причем землеподобные. Обе находятся в обитаемой зоне звезды. Внешняя планета Тигарден-С движется почти по идеальной круговой орбите в центре системы. При радиусе орбиты 0,045 астрономической единицы она совершает полный оборот вокруг звезды за 11,5 дней. Предположительно, это скалистое небесное тело массой на 3,5% больше Земли. Его вряд ли назовешь гостеприимным миром. Скорее всего, это планета-снежок, поскольку получает от тусклой звезды на 65% меньше света, чем Земля от Солнца. Температура на поверхности Тигарден-С оценивается в минус 47 градусов. Это, конечно, слишком мало для поддержания жизни в тех формах, что мы знаем. Какие-то существа могут выжить там только в подземных океанах, если они есть под толстым слоем льда.
Для космических путешественников наверняка окажется интереснее внутренняя планета Тигарден-Б. Астрономы говорят, что она похожа на Землю больше всех других известных им миров. Ее ESI составляет немыслимый показатель — 0,97. То есть это практически наш космический двойник, который только на 3% отличается от Земли. Конечно, экзопланета расположена намного ближе к своему красному карлику, чем Земля к Солнцу. Это небесное тело находится на расстоянии 0,025 астрономических единиц от звезды. Очень заманчиво для тех космических путешественников, которые обожают праздники. 5 дней полного оборота вокруг своего светила, и Тигарден-Б готова пролистнуть год на своем календаре. Из-за такой близости экзопланета получает от звезды на 15% больше радиации, чем Земля. Но чем же она тогда похожа на Землю? Следуя практически по круговой орбите, Тигарден-Б, как и наша планета, постоянно находится в обитаемой зоне своей звезды. Ее масса и радиус отличаются от земных на ничтожную цифру — 0,01%. Это означает, что сила тяжести в обоих мирах тоже очень близка. И вполне логичным будет предположить, что внутренний состав планет также почти идентичен. В центре экзопланеты находится массивное металлическое ядро, а вокруг него толстый слой мантии. Внешняя часть небесного тела покрыта тонкой корой из затвердевших пород. Математическое моделирование показывает, что средняя температура на Тигарден-Б составляет в среднем 28 градусов. При таких показателях на планете может плескаться целый океан жидкой воды, благоприятный для развития множества микроорганизмов. Может, жизнь развивается и на поверхности экзопланеты, если она прикрыта плотной атмосферой. По крайней мере, масса Тигарден позволяет астрономам предположить, что подобное покрывало у экзопланеты есть. Хотя не исключен и неблагоприятный сценарий. Тигарден-Б, скорее всего, постоянно повернута к близкому светилу одной стороной. Тогда на ней наблюдается резкий перепад температур на дневном и ночном полушарии. Кроме того, не будем забывать, что звезда Тигарден является красным карликом. И хотя обычно он очень тусклый, в любой момент может вспыхнуть, увеличив яркость до 30%. Такое событие негативно отразится на очень близкой к ней экзопланете, которую зальет потоками смертельного излучения. Но даже в этом случае шансы, что там существует жизнь, остаются велики. Например, тот же океан может служить защитой от радиации и резких изменений температур. Верхний слой воды будет поглощать излучение, а течение смягчать температурные контрасты. Тогда примитивные организмы смогут эволюционировать в теплых глубинах океана, и у них окажутся шансы развиваться в нечто сложное. У экзопланеты Gliese 832c из созвездия Журавля шансы на поддержание жизни также достаточно высоки. Чтобы их оценить, космическим путешественникам нужно совершить условный полет на расстояние примерно 16 световых лет к красному карлику Gliese 832. Его планетная система, по мнению астрономов, похожа на уменьшенную версию нашей Солнечной. Внешняя планета Gliese 832b – газовый гигант, напоминающий Юпитер. А вот внутренняя Gliese 832c – суперземля, которая вращается в зоне обитаемости звезды. У нее высокий индекс подобия Земле – 81/100. Однако экзопланета во многом отличается от нашей. Ее масса примерно в 5,4 раза больше, а радиус в 2,14 раза. Экзопланета находится близко к звезде на расстоянии 0,16 астрономической единицы, то есть в 6 раз ближе, чем Земля к Солнцу. Полный оборот по орбите она совершает всего примерно за 36 дней. Несмотря на это, Gliese 832c получает примерно столько же энергии от своего тусклого красного карлика, сколько Земля от своего желтого. Светимость Gliese 832 всего 0,7% от солнечной, а масса и диаметр примерно вдвое меньше. И красный карлик почти в 2 раза холоднее, имея температуру 3000 кельвинов. Так что обитаемая зона находится намного ближе к звезде, чем в Солнечной системе. Из-за этого температура на Gliese 832c, согласно моделям астрономов, похожа на земную. Хотя не совсем. Условия на экзопланете сильно меняются по мере ее вращения вокруг звезды. У Gliese 832c значительно растянута орбита, и она то входит в обитаемую зону, то покидает
съедает ее. Это должно приводить к резким перепадам температуры. Однако выровнять эти колебания может плотная атмосфера, которая вполне вероятно окутывает планету. А наклон ее оси обеспечивает стабильную смену времен года. Хотя экзопланета, скорее всего, всегда повернута к звезде одной стороной, на ней может быть жидкая вода. Некоторые данные указывают на то, что на Gliese 832c много водоемов и даже большой океан, покрывающий не менее 75% суши. Почти как на нашей планете, где вода занимает чуть более 70% поверхности. Учитывая это, ученые считают экзопланету одним из самых перспективных небесных кандидатов на обитаемость. Какую картину космические путешественники могут увидеть в том мире? Сумеречное небо, затянутое темными облаками, красное огромное светило, которое проглядывает сквозь них, пологую равнину без гор и холмов, сглаженных огромной силой тяжести. Местами теплые неглубокие моря, ураганы, сбивающие с ног, океаны в узком кольце пространства между холодным и теплыми полушариями. Именно в них будет скапливаться вода, проливаясь из сформированных на южной стороне облаков. Ледники с северной стороны также станут таять в пограничной зоне. Смены времен года окажут эффект, похожий на земные приливы и отливы вдоль под влиянием Луны, то есть полноводные водоемы будут пересыхать, а затем вновь наполняться до краев. Перемешиваясь с почвой, вода обогатится различными веществами и станет благоприятной средой для развития простых организмов. Океан защитит их от высоких и низких температур, сильных ветров и сгладит высокую гравитацию. А в сухой период водные обитатели, возможно, впадут в анабиоз, или мигрируют в более комфортные зоны, от солнечного края к теневому и наоборот. Жизнь так пластична, что наверняка найдет для себя выход. Примерно так же, вероятно, все происходит на некоторых экзопланетах в системе звезды Тропист-1 созвездия Водолея. Чтобы туда попасть, космическим путешественникам надо отправиться на расстояние примерно в 40 световых лет от Земли. Это намного дольше, чем в предыдущих случаях, но поверьте, столь долгое путешествие того стоит. Система Тропист-1 на сегодняшний день является уникальной. В ней сразу 7 экзопланет вращаются возле ультрахолодного красного карлика Тропист-1. Планеты буквально столпились вокруг своей звезды и не вышли бы за пределы Меркурия, оказавшись в Солнечной системе. В такой тесноте небесные тела расталкивают друг друга гравитацией, что позволило астрономам довольно точно определить их массу. Результат поразил астрономов. Оказалось, что все обитательницы системы Тропист-1 относительно похожи на Землю. Причем минимум 3 из этих миров, D, E и F, входят в обитаемую зону светила. Хотя они выбрали место жительства почти вплотную к звезде, их красный карлик намного холоднее нашего Солнца и меньше на 10%. И зона Златовласки с пригодными для жизни условиями в системе находится близко к звезде. Последние исследования космического телескопа Хаббл к тому же еще раз подтвердили, что эти экзопланеты не имеют пухлых атмосфер с преобладанием водорода, то есть Тропист-1, D, E и F вероятно, окутаны характерной для каменистых небесных тел атмосферой, как Земля. Она защищает небесные тела от избытка звездного излучения. И, конечно, целью нашего путешествия станут именно эти планеты. Мы сделаем остановку на каждой из них. Тропист-1d вполне можно назвать Марса-Венерой. И вот почему. По своим параметрам она напоминает оказавшийся на месте Венеры Марс. Эта третья планета системы Красного Карлика находится очень близко к своему Солнцу, делая полный оборот вокруг него всего за 4 дня. Вероятно, она все время повернута к своему Солнцу одной стороной. Причем Тропист-1, можно сказать, с легкостью движется по небосводу. Ее масса составляет всего лишь 39% земной, а радиус – почти 80%. А значит, легкое небесное тело вряд ли может удержать вокруг себя плотную атмосферу. Так и Марс почти полностью потерял свою газовую оболочку из-за малой массы.
У Тропист-1d также, скорее всего, отсутствует мощное магнитное поле, и все же ей присвоен высокий индекс подобия Земле – 0,89, поскольку экзопланета каменистая. Кроме того, она имеет сходство с нашей по размеру и находится в обитаемой зоне звезды. На 4-й планете системы Тропист-1e годы также пролетают как мгновение, и через каждые 6 суток наступает новый. Но в остальном это небесное тело больше своих соседок напоминает наш мир. Его индекс ESI достигает очень высокого показателя 0,95. По диаметру экзопланета только на 8% отстает от нашей, хотя на 30% менее массивна, чем Земля. Зато плотность Тропист-1e очень большая – 5,65 грамма на сантиметр в квадрате. В этом небесное тело немного превзошло Землю, у которой данный показатель равен 5,51 грамму на квадратный сантиметр. То есть на экзопланете могут быть океаны, только их меньше, чем у нас. Кроме того, причиной большой плотности может служить огромное железное ядро. В остальном Тропист-1e настоящий хамелеон, который в ходе исследований ученых меняет в нашем представлении свою внешность. Сначала астрономы выяснили, что у нее нет безоблачной атмосферы с преобладанием водорода. Это означает, что ее должна окружать компактная атмосфера, как у скалистых планет Солнечной системы. Подобная оболочка повысила бы шансы Тропист-1e на обитаемость, но ее до сих пор не нашли, так что атмосфера у экзопланеты может оказаться тонкой, как у Марса, либо вообще отсутствовать. Остальные характеристики этого мира тоже еще тщательно не изучены, но первые результаты обнадеживают. Сила тяжести на экзопланете, по имеющимся данным, составляет 80% от земной. Температура поверхности равняется минус 27 градусов Цельсия. Однако это в среднем. Тропист-1e, как принято в системах красных карликов, вероятно, все время обращена к своей звезде одной стороной. Тогда температура на полушариях сильно расходится в показателях, а между ними может находиться зона с умеренным климатом, подходящая для жизни. Тропист-1f, скорее всего, тоже постоянно находится одной стороной к своей звезде. Но эта экзопланета выбрала место подальше от светила и им проходит по орбите за 9 суток. Радиус и масса небесного тела практически такие же, как у Земли, а плотность немного меньше. Как и две ее соседки, экзопланета вращается внутри обитаемой зоны красного карлика. Но тусклое Солнце способна нагреть небесное тело только до минус 55 градусов Цельсия. Тогда это безжизненная планета-снежок. И все же ученые надеются, что Тропист-1f благоприятна для развития жизни, по крайней мере, в зоне терминатора. Там будет полоса умеренной температуры с показателями около 0, что подходит для сохранения жидкой воды. Или даже большая часть планеты может быть обитаемой, но только если ее прикрывает достаточно плотная атмосфера, способная передавать тепло на теневую сторону. Что касается оставшихся экзопланет этой уникальной системы, то они точно непригодны для жизни. Тропист-1b и c расположены слишком близко к красному карлику и сильно раскалены. Тропист-1g и h, наоборот, чересчур далеко от звезды, потому навсегда закованы в ледяную броню. И на этом путешествие к самым близким экзопланетам, пригодным для жизни, можно было бы закончить. Но нам надо разгадать еще один секрет. Вы, конечно, заметили, что мы побывали только на потенциально пригодных для жизни экзопланетах в системах красных карликов. Почему не у других звезд? Ну, прежде всего, астрономы считают, что красные карлики – самый распространенный тип звезд во Вселенной. По разным оценкам, их в нашей галактике Млечный Путь около 70-80%. И в их системах землеподобные планеты встречаются чаще, чем у других светил. Кроме того, гигантские звезды живут мало и уже через десяток миллионов лет, как правило, взрываются сверхновыми. Солнцеподобные светят на порядок дольше, с десяток миллиардов лет, а затем мирно умирают, проходя через стадии красных гигантов. Большинство красных карликов совсем другое дело. Звездные модели показывают, что энергия в них передается со струями или потоками самого вещества. Следовательно, гелий, образующийся в результате термоядерного синтеза водорода, постоянно перемешивается по всей звезде, избегая накопления в ядре. Тем самым значительно продлевается период термоядерного синтеза. Вот почему маломассивные красные карлики развиваются очень медленно, сохраняя постоянную светимость в течение триллионов лет.
Например, звезде Тропист-1 сейчас примерно 7,5 миллиардов лет. И если для нашего Солнца это был бы почтенный возраст, то красный карлик только начинает свой жизненный путь. По некоторым подсчетам, Тропист-1 будет светить 10 триллионов лет, примерно в 700 раз дольше, чем существует мироздание. Правда, из-за сравнительно небольшого возраста Вселенной пока не существует красных карликов на продвинутых стадиях эволюции. Голубые. Впрочем, других звезд тоже в небе не так уж мало. Но слишком горячие сжигают дотла поверхность своих планет, так что на них не может зародиться жизнь. Не подходят и голубые гиганты, которые умирают очень молодыми. Если вокруг них и сформируются планеты, они будут расплавленными горячими шарами к моменту взрыва их светила сверхновой. К тому же голубые гиганты, как правило, нестабильны, изменяются в разных временных масштабах и выбрасывают в космос большое количество материи. А вот в солнцеподобных звездах сомневаться не приходится. Мы точно знаем на примере Земли, что желтые карлики могут поддерживать жизнь. Действительно, у некоторых солнцеподобных звезд астрономы находят экзопланеты в обитаемой зоне, хотя значительно реже, чем у красных. Это неудивительно, ведь, как мы говорили, их нельзя назвать долгожителями, как красных карликов. К тому же желтых светил меньше, и не каждый имеет планетную систему, тем более потенциально обитаемую. Но вот экзопланета Тау-Кита-Е как раз то, что нам нужно. Она вращается вокруг солнцеподобной звезды всего в 12 световых годах от Земли. Однако мы не включили это небесное тело в маршрут своего космического путешествия, чтобы просто не попасть в просак. Планеты может не оказаться на указанном месте, поскольку астрономы еще окончательно не убедились в ее существовании. Если она есть, то это, скорее всего, суперземля массой в 4,3 раза больше нашей планеты. Она вращается на расстоянии примерно в 0,55 астрономической единицы от звезды, совершая оборот вокруг светила за 168 дней. По мнению астрономов, Тау-Кита-Е находится вблизи внутреннего края обитаемой зоны звезды. Планета получает примерно на 60% больше света, чем Земля от Солнца. Она, несомненно, сильнее нагрета. Хотя ученые не исключают, что условия на ней подходят для существования простых гипертермофилов. На Земле среди одноклеточных есть примеры подобных любителей понежиться в кипятке, а вблизи гидротермальных источников также ведут кипящую жизнь красивые многощетинковые черви. Правда, они прячут свои тела в длинные хитиновые трубки, чтобы не свариться. Подобные или какие-либо другие существа, возможно, обитают и на планетах у оранжевых карликов. Такие светила даже более гостеприимны для жизни, чем солнцеподобные. Они дольше живут и за все время увеличивают свою яркость всего на 15-20%. Это означает, что у обитателей планет в их окрестностях есть гораздо больше времени на эволюцию. Возможно, что по такому сценарию развиваются события у оранжевого карлика HD 40307 из созвездия Живописца. Светило, которое находится в 42 световых годах от Солнца, собрало вокруг себя целых 6 экзопланет. В зоне его обитаемости находится HD 40307G, суперземля массой примерно как 7 наших планет. Это небесное тело совершает оборот по орбите за 320 дней, что сопоставимо с годом на Земле. Другие характеристики HD 40307G пока точно неизвестны, да и само ее существование окончательно не подтверждено. Ученым еще предстоит проделать большую работу, чтобы удостовериться в обитаемости всех этих экзопланет, а также найти новые. Причем следует проверить их на наличие биосигнатур. Например, на Земле атмосфера насыщается кислородом благодаря жизнедеятельности различных существ. Если такое количество кислорода окажется где-то на экзопланете, это даст подсказку о ее обитаемости. И очень важно в ближайшие 10 лет обнаружить хотя бы одну пригодную для жизни экзопланету. Тогда, по расчетам ученых, в Млечном Пути с вероятностью 95-97% есть и другие обитаемые миры. Но для исследований нужны более продвинутые технологии. Прорыв в ближайшем будущем могут обеспечить чрезвычайно большой телескоп и гигантский Магелланов телескоп в Чили, 30-метровый телескоп на Гавайях, которые готовятся к запуску. Все они позволят астрономам более тщательно исследовать экзопланеты по необходимым параметрам и точно
найти нужное. Согласитесь, это будет чудесной новостью для нас, космических путешественников. Тогда мы безошибочно определим свой маршрут к удивительным обитателям других миров.